Всем привет, друзья! У меня появилась новая проблемка. Вот этот вот дружок отказался мне давать ток для моей ласточки, вот этой вот мерседесовской. Еле дотянул до дома, наверное, километра 2 я проехал после того, как загорелась лампочка. Даже, наверное, не 2, даже поболее. Вот, посмотрите, аккумулятор. Вот это токи, сейчас на заглушенную, ну, то есть он полностью, можно сказать, пустой. Заводиться, пробую заводиться, но когда проверяю, сколько дает заряда, показывает в минус. То есть показывает 11 вольт и там что-то 11,5. Идти за ключами, снимать вот этого дружка и смотреть, что с ним не так. Принес генератор домой, снял. Снять его было не так уж и просто, но и не так уж и сложно. Когда буду ставить, все вам покажу. Мне кажется, что проблема в самих щетках, что они износились попросту. Сейчас нужно снять эту крышку пластиковую и посмотреть, что там внутри. Подшипниками все нормально, шумят они не сильно, люфтов нету. Снимаем крышку. В общем, надо отпаивать эти провода. Решил я, короче, разобрать его побольше, снять, посмотреть. Тут я решил, что надо отпаивать. Но почему отпаял контакты плоскогубцами, потому что паяльник 25 ватт. Паяльник 25 ватт. Да. И что мы тут видим? Надо вот попробовать вот эту вот штуку снять. Но я ее, наверное, не сниму. Подшипник весь. Ну, подшипник хороший, кстати. Но тут всему хана, конечно. Вот видите, какой износ. И очень странно, почему нижняя сохранилась, а верхнюю так сожрала. Напишите, как вы думаете, почему так произошло. Главное, вот здесь видно, чуть-чуть есть меди. Да, на грани. Но это ровно тот же случай, что у меня происходило с этим, с топливным насосом. Вот здесь посмотрите видео про топливный насос, я разбирал. В принципе, то же самое. В общем, стащил вот так верхнюю часть. Попробую сейчас вот эту вытянуть. Возможно, можно будет сделать как-то всякую гильзу сюда поставить, и будет все работать. Но это полная хрень, просто мне интересно. Чисто для интереса это делаю. Посмотреть, как это вообще устроено. Так, что я хочу сказать. Выглядит так, что я поспешил немножко. Начал пытаться отковыривать эту латуньку, медяшку. Получилось, что там есть металл, просто он весь грязный. Сожрала саму щетку. Вот это, она закончилась просто, и она не касалась. И, ну, она просто не действовала. Получается, надо заменить вот эту вот штуку. Или же просто щетку поменять. Здесь ее можно отпаять. Сходил в магазин, купил такие щетки. Буду пробовать их обрезать, а не больше. Но
провод по центру, так как мне и нужно. Как раз вот этот край обрежу, ширина хорошая, должно что-то получиться. И пилочку взял. Обошлось все 3 евро. Очень легко пилится она графитовая обычная. Так, вот это то, что стояло на генераторе. Здесь материал какой-то иначе, наверное, тут какие-то еще вкрапления есть в граффити. Но мне кажется, это особо погоды не будет делать. Но такое ощущение, что она как промененная какая-то. Видите, как будто бы она с примесью металла еще. Возможно, это имеет какую-то роль, но мне кажется, не особо это влияет. Устанавливаю пружину и вставляю все туда и запаиваю сверху. Очень долго не получалось у меня вставить его. И решил я выйти из положения так. Просто оголил провод, просунул через отверстие и в стык припаялся к контакту. Вот видите. И сейчас просто буду просовывать. Надеюсь, что ничего не отвалится. Надеюсь, что получится его тут просунуть. Все держится, щетка держится, крутится. Все в порядке. Короче, сейчас все скручиваю, припаиваю вот эти провода на место. Каким-нибудь образом, не знаю, как он получится. Сначала припаиваю, потом скручиваю. Я решил отмыть этикетку, посмотрел, а это еще оригинальный даже стоит. Посмотрите, год 2002, Made in France. Прикольно, сейчас отмою полностью. Ну, отмыть нормально получилось. Единственное, что отмыл я вместе с краской наклейки. 14, 20, то, что мне надо. Ну, я как бы... Немножко даже на грани фантастики. Вот так-то. А теперь приступим к сборке нашего резонатора РГУ 666. В общем, что я сделал? По максимуму полирнул эти штуки. Тут мне вообще не нужно было ничего делать. Зря я сюда полез. Сейчас я буду... Пробовал своим паяльником припаять. Мой паяльник не берет. Вот по одному проводу он еще может паять, но все сразу он не может. Я начал сомневаться в своих собственных силах и в своих возможностях. Сходил в магазин, приобрел олово и паяльник. Получается на 100 Вт. Но вот этим будет совсем другое дело. Магия! Переключился на GoPro, чтобы вам показать, как тут все устроено. В общем, вот крепление, это верхнее, сюда встает генератор, вот нижнее встает генератор. Вылезает он отсюда очень тяжело. Я не знаю, с чем это связано, но когда я открутил шурупы, он прям такое ощущение, что прям очень-очень супер в натяжечку там становится. Было сложно его вытянуть из этих мест. Верхняя еще вылезла нормально, я сюда поставил ключ и как бы так отогнул, типа, и она вылезла. А вот с нижним я помучился капитальненько. В общем, что здесь есть? Здесь есть плюсовой провод один. И есть вот такая фишка.
Вот она вставляется. Сначала я вытянул отсюда генератор, снял его как бы, потом его повернул, вот так, чтобы можно было открутить все эти клеммы. Открутил эти клеммы, и чтобы его достать здесь, мне потребовалось отщелкнуть вот этот хомутик и шланг этот вывернуть аж вот сюда, вот так вот, чтобы здесь освободилось вот так место. Я его просунул сюда и тогда вовнутрь. Сейчас буду ставить, надеюсь, что вам будет видно. Так, вот так должно быть видно вам, да. Вот, я просунул туда. Сейчас прикручу. Вот так я его поставил. И тогда начал откручивать эту клемму и ту клемму. Так, сейчас нужно надеть сначала ту клемму. Где она там пропала? Да, потерял ее. Не забудьте отключить аккумулятор, потому что это плюсовой провод, он идет прямо от аккумулятора. Если вы тут его кротнете где-то, то не будет нехорошо. Так, вот так он вставляется и прикручиваем болтом. И прикручиваем гаечкой сверху. Провод не почистил, к сожалению, но я думаю, что я все равно буду заказывать новый генератор. Потом буду разбирать еще раз, вам все более подробно покажу, когда уже буду делать это в гараже. Да, вот чем хорош этот мотор, то что тут, в принципе, ко всему можно подлезть буквально на стоянке, на парковке все можно сделать. Так, ну сильно там не буду перетруждаться, так подтянул, чтобы держалось. Но вот сейчас, наверное, начнется самое сложное: ставить назад в эти пазики его, потому что, как я уже говорил, что вылезало оно оттуда прям очень не хотя. Ну, кстати, ну да, вот сейчас я помучаюсь, по-моему. Такое ощущение, что ему... Хотя вошел, смотрите. Сейчас я вставлю нижний болт сначала. Вот такие два болта, они на фиксаторе были, но я поставлю их без фиксатора. Получается, этот болт, он держит еще трубки от коробки, где масло выходит. Крепление трубок держится вот этим болтом. Это те трубки, которые идут на теплообменник в радиатор. Совсем не хочет. Его, наверное, закручивать. Так, сейчас поставлю этот шланг, чтобы он не мешался. Но уже можно поставить сюда. Вот так. Зафиксируем. Вроде ничего не переломалось. Вроде все нормально. Так. Мочить болт дальше. В общем, разберусь сейчас с болтом, включу. Короче, мучаюсь очень долго. Спозиционировал его вот такой отверткой, там примерно по центру.
И так он не вставляется, заходит он только закручиванием. Вот сейчас его закручиваю туда. Постепенно он туда заходит. Очень туго заходит. Короче, вот упираю. Главное не бить по подрамнику, то что он алюминиевый, да? Я вот упираю просто ключом, вот так давлю и постукиваю легонечко вот по этому краешку, по самому генератору, вот тут по краю. И он по чуть-чуть заходит. Другого варианта пока что я не нашел. Потому что он вообще туда не хочет вставать. Сейчас покажу, как я. Вот так упираешь рукой, давлю туда, и тут по краешку. Супер легкими ударами, и он по чуть-чуть туда заходит. Иначе не знаю, как его поставить. Это жесть. Возможно, это происходит из-за того, что вот это крепление, это на самом деле не крепление, это помпа. И чтобы снять легче генератор, возможно, снимается помпа тоже. Но этого я не знаю. Поэтому не снимаю помпу, делаю так. Тоже, наверное, придется вот тут вкручивать, чтобы он легче заходил. Да, в общем, все, сейчас поставлю тогда. Так, все, генератор поставлен. Сейчас ставим ремень. Как его ставить, я думаю, не надо показывать. Главное, чтобы не так. Вот так. Все ровненько. Так, скидываем пока что. Тут ключ на 17 надо, чтобы поднять этот трубку. Ну да, это самый простой способ. Ну все. Так, все установил. Сейчас набрасываю клемму. Ну и пробуем, что получится. Так, изначально замеряю, сколько просто батарея у нас показывает. 12,4. Это мало. Она, можно сказать, разряжена. Но надеюсь, что заведется. Сейчас попробуем завести. И посмотрим, дает ли заряд. Так, аккумулятор садится еще в камере. Так, завелась. Тут ошибок нету, это хорошо. Смотрим заряд. Что-то слабовато. Что-то очень слабо, должно быть 14. Не, походу не дает. Не дает. Блин, плохо, не дает заряд. Начал давать заряд, не знаю, в чем была проблема. Возможно, он не сразу включается. Такое может быть, что когда заводишь, генератор может не сразу включаться. Вот пошел заряд идеально, смотрите, 14,4. Это просто то, что нужно. В общем, все, ребята, я починил, сейчас попробую тестануть, проехаться. Ну, тут уже видно, что все работает. Но все равно нужно купить новый генератор обязательно, потому что с этим опасно куда-то выезжать далеко.
его можно отреставрировать, и тогда на нем ездить. Но сейчас с таким колхозом, как бы, ну, такое, чисто на время. В любом случае буду заказывать новый генератор. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем бить в колокол. Всем пока. Wieder mal am Döner, doch Casino fahren wir gleich. Heute ist der Abend, wo ich denke, ich werd reich. Laufe durch Charlottenburg, doch renn vor Polizei. In meinem Trainingsanzug Adidas, da fällt es mir zu leicht. Kontakte in Amerika, ich frage sie, what up? Ich wollte nicht saufen, aber habe es verkackt.